Глава 261. Искусство великого кровавого призрака. В мгновение кровавое облако стал преследовать полосу Ханли, которая уже была за 50 километров от него. Однако расстояние между ними постепенно сократилось примерно до 30 метров. Поскольку Ханли посыпал его проклятиями только про себя, Ван Чань, преследовавший его на кровавом облаке, был очень удивлен, несмотря на то, что техника уклонения искусства великого кровавого призрака нельзя назвать самой быстрой техникой 6 дьявольских сект. Ее скорость, несомненно, была среди 5 секретных искусств во всех сектах намного быстрее, чем у высокоранговых летающих магических инструментов. Но даже при том, что он использовал полную силу своего летучего уклонения, к настоящему моменту он еще не мог догнать маленькую лодку Ханли. Хотя это и удивило Ван Чань, но только еще больше подстегнуло его желание убивать. Ханли знал, что если эта дикая погоня продолжится, его поймают за столько времени, сколько понадобится, чтобы выпить чашку чая. Он должен был что-то сделать сейчас, он тут же потянулся к своей сумке, и куча элементарных огненных талисманов появилась в его руке. Недолго думая, он свирепо бросил позади себя и продолжил лететь со всей скорости. Мгновенно позади него раздались взрывы. Ханли повернул голову, чтобы посмотреть, однако он по-прежнему видел позади себя только энергично следующие за ним кровавые облака. Казалось, оно слегка разлетелось от взрывов и стало немного тоньше, слегка приоткрыв фигуру молодого мастера секты призрака. Ханли обрадовался увиденному. Он хотел бросить туда оставшиеся талисманы, внутри кровавого облака Ван Чань внезапно взмахнул рукой. Зеленый свет направился прямо к Ханли и становился все больше по мере приближения. Это был летающий магический инструмент Ван Чань, на котором он изначально стоял. Не имея лучшего варианта, Ханли немедленно бросил свои магические талисманы в зеленые вилы, а не к кровавому облаку. 20-30 огненных шаров взорвались в быстрой последовательности у огромных вил, покрытых черным ци. Он перекувыркнулись несколько раз подряд и не смогли больше приблизиться. Но к этому моменту кровавое облако снова вернулось к своей изначальной форме, дико танцуя, как яростное пламя. В этот момент Ван Чань внезапно несколько раз пронзительно засвистел. После этих пронзительных свистов кровавое облако внезапно резко увеличилось в размерах. В одно мгновение оно почти заполнило все небо. Оно словно стало вездесущим. Сразу же после этого кровавое облако увеличилось в размерах, и его скорость тоже возросла в несколько раз. Словно сильное цунами, мчащееся с горы, оно достигло лодки божественного ветра. Помимо того, что оно внезапно увеличилось в скорости, оно окружило Ханли. Испугавшись, Ханли поспешно остановил свою лодку божественного ветра от столкновения с кровавым облаком и достал магический инструмент, который, казалось, похожий на черный коготь из сумки. В этот момент эти странные зеленые вилы атаковали его сзади. Вперед у Ханли словно были глаза на затылке, когда он выбросил этот магический инструмент позади себя, выпуская глубокий рев. Когда он выпустил его, этот коготь тут же увеличился в размере на несколько метров и отчаянно схватился атакующими зелеными вилами. Зеленые вилы не собирались сдаваться без боя, испустив с верхушки несколько потоков черного ци. Через мгновение огромный коготь был окружен переплетающимися слоями черного ци, вследствие чего он потерял способность двигаться в малейшей степени. Увидев это, Ханли сделал жест руками, из когтя тут же вырвались черные полоски, длиной в метр, и стали интенсивно рассеивать черную ци, которая не давала им двигаться. Неплохо. Неплохо. Как и ожидалось, это редкий магический инструмент высшего класса. Он на самом деле смог так легко сломать духовные нити инь от нефритовых вил. Кажется, что я не напрасно взялся сам за это дело. Голос Ван Чань доносился отовсюду из кровавого облака. В то же время зеленые вилы загудели, а затем отступили назад в кровавое облако, бесследно исчезнув. Это была пара высокоранговых магических инструментов, усовершенствованных из когтей водяного дракона, тиски черного дракона. Возвратив их к себе, Ханли стал бдительно оглядываться по сторонам. В это мгновение кровавое облако уже покрыло все небо, не оставив даже ни одного промежутка. В воздухе стоял затхлый запах крови. Если бы он не использует свою силу, чтобы прорезать путь, он не сможет сбежать. В тот момент, когда Ханли подумал об этом, он снова выпустил тиски черного дракона. Но кровавое облако перед ним внезапно закипело. Оттуда появилось два кроваво-красных монстра высотой около 3 метров. У этих двух монстров были клыки, когти, короткий рог, остроконечный хвост и глаза, которые были темного, красного цвета, как у Ван Чань. Размахивая острыми когтями, они набросились на Ханли. Что? Ханли первый раз в жизни видел таких монстров. Они, казалось, точно напоминали демонов из легенд. Хотя Ханли и был напуган, он поспешно бросил в них тиски черного дракона.
Одним броском он уничтожил демонов, заставив их вернуться назад в облако. Хань Ли почувствовал себя немного спокойнее. Их было совсем нетрудно победить, но не успел Хань Ли об этом подумать, как из облака послышался ехидный смех Ван Чань. «Хех! Не стоит расслабляться слишком рано. Хотя ты легко расправился с моими демонами, шоу только начинается». Услышав эти слова, сердце Хань Ли ушло в пятки. Однако он по-прежнему мог сохранять трезвость ума. Он ни за что не позволил бы словам противника так легко его вывести из равновесия. Не думая о том, что будет дальше, он вернул свой магический инструмент и метнул его в кровавое облако. В результате тиски черного дракона всколыхнули кровавое облако и легко просверлили его. Хань Ли обрадовался. Но мгновение спустя тиски черного дракона словно потеряли способность к передвижению, как будто они должны были вот-вот разрушиться. Хань Ли был в шоке и тут же попытался вернуть магический инструмент со всей своей силой, пока он полностью не потерял контроль. К счастью, тиски черного дракона смогли покинуть кровавое облако и вернулись к хозяину. «Вау! Этот твой магический инструмент действительно смог слегка повредить мое кровавое облако. Мне очень интересно, на что еще ты способен?» Из кровавого облака снова раздался ехидный голос Ван Чань. В его словах звучало все больше кровожадности. В одно мгновение кровавое облако загрохотало со всех сторон, и кровавые призраки начали выползать один за другим. Они стремительно бросились к Хань Ли. На мгновение Хань Ли был ошеломлен, а затем метнул в них тисками черного дракона, разрывая кровавых призраков на части, превращая их обратно в кровавые облака. Когда Хань Ли убил более 100 кровавых призраков, он по-прежнему видел, что они продолжают появляться со всех сторон. Он мог только тяжело вздохнуть. Разумеется, ситуация была критической. Когда он убивал одного, на его месте тут же появлялся другой. Одновременно было около 30 монстров. Похоже, что этот молодой мастер секты призрака решил его измотать до смерти. Подумав об этом, Хань Ли, естественно, не хотел продолжать в том же духе. Он похлопал по своей сумке и достал несколько стопок элементарных средне- и высокогаранговых талисманов, около 80 штук в общем. Затем, на одном вздохе, он бросил их все в одну сторону кровавого облака. В это же мгновение появилось множество огненных шаров, сосульки и других подобных предметов. Кроме того, Хань Ли также выбросил несколько огненных змей близко к заграждению. Видя, что такая множественная атака огненными шарами смогла слегка рассеять кровавое облако, на сердце у Хань Ли полегчало. Теперь он полагался на эти магические техники, пытаясь сбежать. «Ты точно любишь помечтать?» Ван Чань мрачно вскрикнул из кровавого облака. У Хань Ли неожиданно оказалось так много талисманов, что действительно превзошло все его ожидания. В конце концов, кроме элементных высокоранговых талисманов, другие талисманы были бесполезны для культиваторов стадии заложения фундамента. Тем не менее, хотя этот культиватор секты призрака был горд и высокомерен, он действительно не мог позволить своему кровавому облаку рассеяться от этих магических техник. В конце концов, он только культивировал искусство великого кровавого призрака только на 2-м уровне, поэтому облако еще не смогло противостоять такой обильной бомбардировке магических техник. Что касается самих атакующих магических инструментов, он не особенно их опасался из-за сознания кровавого облака. После того, как он прокричал это, в воздухе, между кровавым облаком и шквалом магических техник, появилось несколько черных человеческих черепов, а затем они одновременно раскрыли рты и выплеснули клубы черного ци, мешая таким образом этим техникам. Раздалась серия взрывов, которая потрясла человеческие черепа, в то время как кровавые облака за ним остались целы и невредимы. Лицо Хань Ли потемнело, он стал озираться по сторонам. Но, не дожидаясь его, черные черепа уже появились в других направлениях кровавого облака. В этот момент послышались холодные насмешки Ван Чань. «Ты решил, что сможешь воспользоваться этой возможностью, чтобы сбежать? Лучше послушно стань пищей для моих кровавых призраков. Я действительно хочу увидеть, когда тебя разрывают мои кровные призраки. Конечно, это будет просто великолепное зрелище. Мне ужасно не терпится на это посмотреть». Сказав это, молодой мастер секты призрака взвыл от смеха. Его безумие было совершенно очевидно. Сумасшедший. Пока Хань Ли контролировал тиски черного дракона, чтобы справиться с кровавыми призраками, он с тревогой думал о том, что делать. Лоб его покрылся холодным потом. В этот момент Хань Ли уже вытащил среднеранговый духовный камень и держал его в руке, начиная немного пополнять свою магическую силу. В конце концов, убивать нескончаемый поток кровавых призраков было довольно трудно для культиватора такого уровня, как он сам. Ван Чань сидел, скрестив ноги, на вершине кровавого облака, постоянно создавая техники руками, ускоряя появление кровавых призраков. Он был абсолютно спокоен.
Хотя магическая сила этого культиватора долины Желтого Клена была не очень высокой, магические инструменты, которыми он обладал, были поистине странными и исключительными. После этого боя он смог бы пополнить свою сумку этими магическими инструментами. Он был очень доволен собой. Сумасшедшая кровожадность, пребывающая в его сердце, как будто увеличилась еще. Внезапно в кровавом облаке раздался взрыв. Появился густой темно-красный туман. В мгновение Акфигура Ханьли скрылась в тумане, который медленно начал распространяться. Вскоре после этого он окутал кровавых призраков и начал сливаться с кровавым облаком. Ван Чань был поражен. Но когда он обнаружил, что этот плотный темно-красный туман слился с его собственным кровавым облаком и был поглощен, он сразу же успокоился. Хотя этот густой туман непрерывно поглощался кровавым облаком, он ничуть не уменьшился. Из-за этого густого темно-красного тумана молодой мастер секты призрака не видел действий Ханьли в этот момент. Он стал кое-что подозревать. Глава 262. Побег. Еще через несколько минут кровавое облако помутнело, а внутри него, казалось, совсем не было шума. Когда призраки приблизились к густому участку тумана, их немедленно растерзало на клочья. Но не было ничего видно, в этот момент Ван Чань не мог спокойно сидеть на месте. Он быстро сформировал печати, в это же время черепа, плавающие внутри кровавого облака, широко раскрыли рты. Около 10 черных столбцов света шириной, как чаша для риса, выстрелили прямо в первоначальное местоположение Ханьли со всех сторон. Дзынь. Пространство вокруг задрожало. В густом тумане мелькал слабый белый свет. В жестоких столкновениях между черными и белыми полосами в густом тумане едва можно было различить белый световой щит, который привел в изумление молодого мастера секты. Однако сразу после этого он вспомнил белый щит, который Ханьли высвободил с самого начала. Ван Чань вскинул брови. Немного поколебавшись, он начал размышлять. Поскольку у него так много высокоранговых магических инструментов, которые можно получить, я готов потерять сущность крови. В противном случае этот отродье может использовать какую-то обманную технику для побега. Сказав это, Ван Чан внезапно вытянул указательный палец своей правой руки и приложил его на уголок рта. Затем он осторожно укусил его, выжал из раны очень плотную каплю свежей крови и осторожно опустил ее на кровавое облако под ним. Затем обе его руки глубоко проникли в кровавое облако, сосредоточившись на ускорении магической техники. После того, как Ван Чань произнес заклинание, красное облако, изначально покрывающее Ханьли, начало вращаться все быстрее и быстрее, постепенно направляясь к центру. Кровавые призраки автоматически исчезли бесследно. Плотный, лазурно-красный туман из-за увеличения скорости вращения кровавого облака был полностью поглощен им, в результате постепенно становясь прозрачным и открывая огромный белый барьер. Этот световой барьер с белым щитом в виде центра был похож на чашу, перевернутая вверх тормашками. Рядом с центром светового барьера Ханьли держал в одной руке странный кинжал, который испускал желтые полосы. В другой руке он держал свернутый сверкающий талисман, желая выпустить его в бой. Рядом с ним парили две сферы, одна лазурная и одна красная, продолжая испускать густой темно-красный туман. Ван Чан видел это своими глазами. «Ты». При виде этого молодой мастер секты призрака холодно рассмеялся несколько раз и хотел продолжать насмехаться над ним. Однако, не успел он проговорить это, как маленький кинжал в ладони Ханьли затрясся, и его желтое лезвие тут выросло длиной в несколько десятков футов и выстрелило прямо в Ван Чань. В это же время Ханьли высвободил свернутый талисман из своей руки, и он превратился в 10 или около того огненных дракончиков, которые метнулись во все стороны разом. Отребье, магические инструменты не могут прорваться сквозь мою технику, если только... Ван Чань тут же переместил черепа и заставил их выплюнуть еще больше черного ци, но как только он удовлетворенно произнес слово «если», он вдруг подумал о чем-то, и его выражение сразу изменилось. Он тут же взлетел в воздух, как будто его кто-то поднял краном, улетая с кровавого облака. В то же время это желтое лезвие разрубило множество черепов, блокирующих ему путь. Затем оно прорвалось сквозь кровавое облако вместе с огненными драконами, метнувшись туда, где изначально сидел молодой мастер секты. Затем из щели в облаке быстро выскочила полоска белого света, за которой последовал желтый клинок. «Талисман сокровища!» Удивленно закричал Ван Чань. Мастер секты расслабился и не ожидал, что, когда Ханьли использовал густой туман, на самом деле ему просто нужно было выиграть время, чтобы использовать талисман сокровища. В противном случае, даже если у его противника были талисманы сокровища, молодой мастер определенно не позволил бы другому человеку успеть активировать их.
Однако, в результате того, что он не принимал всерьез культиватора на ранней стадии заложения фундамента, привело к такому промаху. Но даже если у Хань Ли был талисман сокровища, разве ему, мастеру секты призрака, стоило его бояться? У него было с собой 2 редкие талисмана сокровища, он не мог позволить Хань Ли сбежать. Разгневанный Ван Чань прыгнул в кровавое облако, снова заставив это облако крови свернуть вместе и подняться. Он контролировал его так, что оно стало похоже на падающую звезду, чтобы догнать Хань Ли. Стоя на лодке божественного ветра, Хань Ли холодно наблюдал, как кровавое облако приближается к нему. Он вдруг взмахнул рукой. Сразу же после этого желтый кинжал внезапно вытолкнулся наружу, направившись прямо в молодого мастера секты призрака, скрывающегося в кровавом облаке. Однако Ван Чань подготовился к этому заранее. Он выбросил предмет из своей руки, и тот превратился в яркий золотой череп, который затем увеличился в размерах. Он своим огромным ртом зажал желтый кинжал, заблокировав его дальнейшее продвижение. Хань Ли был удивлен и поспешно попытался вернуть его. Однако, этот желтый кинжал был не способен двигаться вовсе, не говоря уже о том, чтобы высвободить свою силу. Ван Чань усмехнулся, и кровавое облако рядом с ним снова начало расширяться, в результате чего Хань Ли почувствовал, что его сердце похолодело. Казалось, скоро он снова будет в ловушке. Однако в это мгновение бурлящее, кровавое облако внезапно заглохло. Выражение Ван Чань, создавшего магические печати, изменилось еще больше. Скорость облака не только замедлилась, но и его лицо стало покрываться слоем темно-лазурного цвета. Хань Ли, наблюдающий за противником, был очень поражен, увидев эту сцену. На лице противника отразился испуг, а затем он протяжно взвыл, не обращая внимания даже на золотой череп. Завернувшись в кровавое облако, он пролетел назад по своему первоначальному пути, как молния. Озадаченный Хань Ли уставился на него, оставаясь на месте. Поколебавшись немного, он вернул к себе и желтый кинжал, и золотой череп, 2 талисмана, которые прилетели к нему руки. Затем он пристально посмотрел на медленно удаляющуюся фигуру молодого мастера секты призрака, все еще не понимая, что делать. У него не хватило смелости, чтобы преследовать его. Однако, услышав, что вой другого человека медленно затихает, Хань Ли все понял и тут приказал лодке божественного ветра изменить направление, прежде чем он исчез за горизонтом. Тщательно поразмыслив над всем, Хань Ли пожалел, что скрылся так быстро. Он наконец понял, почему противник не преследовал его, а вместо этого скрылся сам. Противник был отравлен ядом черного водяного дракона. Это произошло потому, что противник осмелился поглотить большое количество ядовитого тумана, когда его ядовитый туман попал в кровавое облако. Когда этот густой туман создавался, по его просьбе, оставшийся яд из ядра черного водяного дракона усовершенствован и включен в туман. Сегодня это кровавое облако, поглотившее густой туман с огромным количеством токсинов, было поглощено этим молодым мастером секты, когда он преследовал Хань Ли. Таким образом, после того, как он отравился, ему пришлось поспешно отступить. Чем больше Хань Ли думал об этом, тем больше он чувствовал сожалений в своем сердце. Возможно, его противник находился в состоянии аффекта из-за действия яда. Он упустил такую хорошую возможность убить сильного противника и забрать у него еще больше сокровищ. Это действительно заставило Хань Ли почувствовать себя несколько подавленным, однако Хань Ли все еще не мог понять, почему его противник даже не извлек талисман сокровища, столь мощный, как этот золотой череп, и просто убежал. Хань Ли не знал, что в другом месте сбежавший мастер секты призрака, который выглядел очень безобразно, кипел от ярости. Его охранники, культиваторы ядра, переглядывались между собой. Оказалось, что, отступая, Ван Чань столкнулся с 2 старейшинами секты призрака, которые только что расправились со всеми учениками 7 великих сект одновременно. Будучи обеспокоены безопасностью молодого мастера, они, наконец, догнали, тщательно обдумав все. Увидев Ван Чань отравленным, они, естественно, использовали свою магическую силу, чтобы помочь ему немедленно вытеснить токсины. Молодой мастер секты ошибочно решил, что Хань Ли заманил его в ловушку, чтобы отравить. Из-за этого он возненавидел Хань Ли всем сердцем, никогда не испытывая прежде таких потерь, и стал считать его своим грозным противником. С этими 2 мыслями он бросился в погоню за Хань Ли. Не обращая внимания на свое слабое состояние, он безжалостно преследовал его в своем первоначальном направлении вместе с 2 старейшинами в течение нескольких сотен километров. Но все было безуспешно. Однако досада в его сердце застряла словно кость в горле. Что касается талисмана сокровища золотого черепа, который он был вынужден оставить, поскольку тот был связан с талисманом противника, об этом он не сильно беспокоился. В конце концов, он использовал его уже много раз. На данный момент он уже потерял значительную часть своей силы. Хотя он и остался у Хань Ли, он бы смог использовать его еще 1 или 2 раза.
Однако его ярость возросла еще больше, когда он вернулся на небольшой горный пик, где он поставил засаду, а охранник секты Призрака сообщил ему, что группа людей одной из 6 сект Дьявольского Да внезапно напала на них. Хотя жертв не было, 2 женщины-культиваторы были захвачены ими. Судя по описанию внешности, это был второй сын лидера секты Радостной Встречи, Тянь Буцуй, чья репутация была настолько же жестокой, как и Ван Чань. Услышав плохие новости, хотя глаза Ван Чань потускнели, он почувствовал, что его вот-вот стошнит кровью. Хань Ли и Тянь Буцуй теперь в его личном списке смертников. Вперед! Нужно доложить об этом старейшине клана Янь, чтобы он немедленно начал наше отступление. Спустя какое-то время Ван Чань вздрогнул и, наконец, холодно проговорил. В этот момент Хань Ли без всяких промедлений летел к долине Желтого Клена. По пути туда он наткнулся на смешанную группу культиваторов из секты трансформации Сабли и секты маскирующейся Луны. Ему тут же объявили, что он призван на войну. Глава 263. Настоящая сила. Хань Ли взглянул на повестку в руках. Это был призыв на воинскую службу для всех путешествующих культиваторов, подписанный мастером каждой секты. Он чувствовал себя очень подавленным, приказ о призыве должен был быть настоящим, поскольку духовная эмблема мастера каждой секты было невозможно подделать. Однако он действительно не хотел следовать этим приказам. По словам другой стороны, Хань Ли сообщалось о вторжении 6 сект Дьявольского Да и о великом, неизбежном бедствии, которое вот-вот обрушится на мир культиваторов Юэ. Независимо от того, сумеют ли 7 сект государства Юэ сопротивляться, множество культиваторов наверняка погибнут. Даже у культиваторов в стадии формирования ядра будет разрушено ядро, потери будут немалыми. Таким образом, когда Хань Ли узнал об этом, он хотел сделать все возможное, чтобы немедленно вернуться в свою пещеру Бессмертного и уединиться на несколько десятков лет. Однако, он четко понимал, что это была просто мечта. Как он, ученик 7 великих сект, мог так легко избежать этого бедствия? Пока Хань Ли размышлял об этом, его позвал культиватор секты маскирующейся Луны. Он сказал с улыбкой: «Разве младший боевой брат не понял то, что прочитал? Младший боевой брат может назвать свое имя и уровень культивации. Мы будем работать вместе в будущем, поэтому чем больше мы узнаем о возможностях друг друга, тем лучше». Хань Ли взял себя в руки, посмотрел на этого человека, а затем посмотрел на 30 культиваторов, стоявших за ним. Среди этих культиваторов было 3 культиваторов на поздней стадии заложения фундамента. Остальные были учениками стадии концентрации Ци. Это вызвало у Хань Ли небольшое облегчение. По крайней мере, казалось, что это задание не будет очень трудным. С этой мыслью Хань Ли сжал кулак и сказал: «Хань Ли из долины Желтого Клена. Ранняя стадия заложения фундамента». Хотя культиваторы стадии заложения фундамента могли четко видеть уровень культивации друг друга, это было вопросом вежливости. Хань Ли искренне это осознавал. В конце концов, с другой стороны были культиваторы поздней стадии заложения фундамента, чьи магические силы намного превосходящими его собственные. Он не хотел опрометчиво обидеть их. Затем Хань Ли спросил с некоторыми сомнениями: «Брат, почему ты не признал меня? Сразу после того, как ты остановил меня, ты немедленно показал мне повестку на службу. Неужели моей формы долины Желтого Клена было недостаточно?» Когда Хань Ли впервые увидел эту группу учеников из разных секты, он сначала планировал сбежать. Однако он не думал, что его заметят и тут же блокируют путь, предъявляя повестку. Хех. На последнем испытании кровью и огнем я уже видел этого младшего боевого брата. Я не думал, что через несколько лет младший боевой брат Хань Ли на самом деле достигнет стадии заложения фундамента. Это действительно стоит отпраздновать. Культиватор секты маскирующейся Луны, который выглядел на 30 лет, слегка улыбнулся, в результате чего Хань Ли был удивлен. Как высокоуважаемого старшего брата зовут? Услышав его слова, Хань Ли почувствовал, что тот человек действительно казался ему несколько знакомым. Возможно, они и правда встречался с ним на испытании кровью и огнем. «Меня зовут Сюань Юэ, я распорядитель секты маскирующейся Луны. В последний раз я сопровождал отряд боевой тети Ничан. Я видел своими глазами, какой невероятный урожай собрал Хань Ли». Мужчина слегка усмехнулся, придавая этому глубокое значение. В этот момент Хань Ли вдруг понял кое-что. Этот человек был одним из 4 лидеров стадии заложения фундамента секты маскирующейся Луны. Хань Ли особо не обращал на него внимания, поэтому и не запомнил. Но, подумав об этом немного, Хань Ли был в шоке. Этот человек действительно смог узнать его с такого расстояния, когда Хань Ли мчался на такой скорости. Это было действительно невероятно.
Я знаю, что младший боевой брат Хань спешил по своим делам, но у меня действительно не хватает рабочей силы для этой миссии, так что у меня не было выбора, кроме как попросить о помощи младшего боевого брата, вежливо объяснил Сюань Юэ. Когда Хань Ли услышал это, уголок его рта дернулся, и он не мог сдержать горькой улыбки, подумав: «Вы уже предъявили мне повестку на воинскую обязанность, разве я мог отказаться? Если я скажу «нет», скорее всего, меня ждет смерть». Подумав об этом, Хань Ли еще раз взглянул на остальных 3 культиваторов в стадии заложения фундамента, стоящих за ним, и, набравшись смелости, сказал: «Поскольку старший боевой брат Сюань объяснил мне все, я, естественно, буду следовать вашим приказам. Однако, мне необходимо передать важную информацию мастеру секты. Надеюсь, что члены секты старшего боевого брата Сюаня передадут эту информацию». Затем Хань Ли по порядку рассказал о том, что произошло в замке Яньлин, во всех подробностях. Естественно, Хань Ли оставил подробности своего побега неоднозначными. Таким образом, когда Сюань Юэ и другие услышали об этом, они побледнели от испуга. Они поспешно отправили 2 учеников уровня концентрации ЦИ в секты, чтобы донести эту информацию. Затем с мрачными выражениями они продолжили свой путь вместе с Хань Ли. Учитывая их нынешнюю силу и сговор между кланом Янь и сектой Дьявольского Да, никто не осмелился осуждать Хань Ли за то, что он оставил остальных. Они могли передать эту горячую картошку всем 7 сектам через посланников. Естественно, достоверность информации Хань Ли будет проверена высшим эшелоном. Когда они отправились в путь, Хань Ли в конце концов узнал об их цели от других культиваторов. Их отправляли для усиления гарнизона особо крупного рудника духовного камня. Изначальная система безопасности, оставленная там, была принципиально неспособна сопротивляться второй атаке секты Дьявольского Да. Зная, что их здание не состоит в том, чтобы попасть под раздачу в качестве пушечного мяса для 6 сект Дьявольского Да, Хань Ли, наконец, вздохнул с облегчением. По правде говоря, даже если бы он вернулся в долину Желтого Клена, его, вероятно, немедленно отправили бы в миссию. Кроме того, его назначение не обязательно должно быть лучше этого. Хотя это задание было немного опасным, если бы осторожным, то возможность избежать опасности была более чем высокой. В конце концов, эта каменная шахта была не слишком большой среди этих 10 гор. Если бы противник захотел напасть на рудники духовных камней 7 сект, то, скорее всего, он сначала нацелился бы на самые крупные. С этой мыслью противоречивое настроение Хань Ли исчезло, затем он познакомился поближе с Сюань Юэ и другими культиваторами в течение следующих дней. Несколько дней спустя группа культиваторов, наконец, прибыла в большую пустыню в пределах государства Юэ. Эта каменная шахта была расположена в огромном пустынном каньоне глубиной более 300 метров. Под командованием Сюань Юэ они направились в каньон, который был скрыт заклинанием формирования. В то же время несколько культиваторов 7 великих сект вышли приветствовать их. Лидером изначальных стражей рудника был старик в ранней стадии заложения фундамента в одежде Небесной Императорской крепости. Кроме него было 5 или 6 учеников на стадии концентрации ЦИ. Исходя из такой слабой охраны, неудивительно, что высшие эшелоны 7 сект отправили им поддержку. Старик, который назвал себя Юйсин, привел их в огромную пещеру, находящуюся внутри каньона, а затем выдал Хань Ли и другим подробное описание каменной шахты. Затем Сюань Юэ быстро и решительно организовал свою оборону. Он достал более 10 флагов и установочных платформ и вместе с другими культиваторами создали иллюзорное ограничительное заклинание формирования 4 демонов. Он также поделил Хань Ли и других культиваторов на группы, чтобы по очереди дежурить у рудника, предотвращая внезапное нападение врага. Культиваторы, не находящиеся на дежурстве, могли медитировать и развивать свою магическую силу. Хань Ли был очень доволен приготовлениями Сюань Юэ. Таким образом, Хань Ли смог бы компенсировать недостаток в своей силе из опыта, полученного в бою с мастером секты Призрака. Хань Ли понял, что его предыдущая манера полагаться на стратегию и ловкое передвижение принципиально не подходит для борьбы с противником, если есть огромное различие в силе. Встретив такого свирепого противника, как молодой мастер секты Призрака, все его усилия оказались бессмысленными. Даже талисман сокровища, на который он возлагал большие надежды, был почти потерян. Ему больше не удалось бы решить все свои проблемы одним ударом. Если бы не удивительные эффекты ядовитого тумана, он бы был уже давно мертв. Возможно, даже его душа была подвергнута мучениям. Когда он подумал об этой ужасной участи, которая была даже хуже смерти, он остолбенел. Хань Ли стал безумно бояться секретной техники высшего ранга секты Дьявольского Да, искусства великого кровавого призрака. Он ясно понимал, что если он снова столкнется с молодым мастером секты Призрака, он ничего не сможет поделать с этой техникой. Если он не культивировал сущность искусства владения лазурным мечом, у него бы совсем не хватило способностей, чтобы противостоять ему.
Во время вторжения 6 сект дьявольского Да в 7 великих сект государства, Юэ весь мир культивации пришел в хаос, так что схватки между культиваторами стали обычным явлением. За это время долгосрочные планы по увеличению своих сил стали второстепенными в пользу быстрого роста своих сил, что позволило культиваторам сохранять свою жизнь в этот период. Таким образом, Хань Ли тоже было необходимо приспосабливаться. Он тут отбросил в сторону сущность искусства владения лазурным мечом. Он решил сначала культивировать технику великого развития, чтобы увеличить свою силу. Ранее Хань Ли уже видел мощь техники механических марионеток и был убежден, что даже если бы он только сможет культивировать только первый уровень техники великого развития, у него будет достаточно сил, чтобы защитить себя. В конце концов, у него уже было несколько десятков механических кукол на руках. Естественно, ему пришлось бы изучить эти кукольные сутры и надеяться, что он сможет создать несколько простых механических марионеток за короткое время. При этом, наряду с техникой великого развития, у него будет постоянный источник силы на протяжении всего своего времени в стадии заложения фундамента. Тщательно обдумав все это несколько раз, Хань Ли решил, что это было единственное, верное решение и стал культивировать технику великого развития в свободное от дежурства время. В то же время он также использовал несколько простых материалов, которые у него были под рукой, чтобы попытаться создать несколько элементарных механических зверей, тратят все свои силы на создание механических кукол. Глава 264. Механические куклы и техника великого развития. На пустыне метровая ящерица высунула голову из разрушенной скалы и огляделась вокруг, готовясь к дневной охоте. Но как только она отползла несколько метров от своего гнезда, из песчаной почвы внезапно выскочил желтый монстр длиной около 3 метров. С помощью 2 передних лап и пасти он набросился на ящерицу и с легкостью переломал ей шею. Схватив труп, он торопливо умчался прочь. У этого странного зверя было 4 лапы с когтями и длинный заостренный хвост. Он был похож на огромную ящерицу, но у него было чрезвычайно тяжелое тело. Когда он бежал, все его тело скрипело, потому что это была механическая фигурка. Пробежав около 500 метров, это странное животное приблизилось к человеку в желтой одежде, который медитировал на плоской скале. Затем он бросил мертвую ящерицу рядом с этим человеком и убежал прочь. Человек в желтой одежде ничуть не удивился произошедшему. Выражение его лица оставалось неизменным. Он слегка пошевелил рукой. Мертвая ящерица медленно взлетела вверх на несколько футов и зависла в воздухе. Затем этот человек в желтой одежде вытянул указательный палец к голове ящерицы и что-то пробормотал. Вскоре после этого слабый белый свет медленно вышел из его указательного пальца. Продолжая свое заклинание, белый свет становился все ярче, пока стал ослепительно ярким. «Быстрее!» Увидев, что решающий момент еще не настал, мужчина в желтой одежде прокричал это низким голосом. Белый свет на указательном пальце превратился в белую нить, которая вошла в глубину черепа ящерицы. Затем мужчина в желтой одежде отшатнулся от нитки. На его лице было серьезное выражение лица, поскольку он проявлял чрезвычайную осторожность. В конце концов, под пристальным взглядом мужчины в желтой одежде белая нить вытащила зеленую сферу света из трупа ящерицы. Она была легкой, как перо, размером с большой палец. При виде этого мужчина в желтой одежде просиял, словно приобрел редкое сокровище. В другой руке вспыхнул свет, и тут же появилась светло-желтая нефритовая бутылка. ПФ. Полоски разноцветных огней выстрелили из бутылки и притянули зеленую сферу в бутылку. В этот момент человек в желтой одежде глубоко вздохнул, словно освободившись от тяжкого бремени, и вытер тонкий слой пота со лба. Было видно, что в его предыдущее действие затратило много энергии. Эта техника экстракции души действительно не самая простая техника для культиватора на ранней стадии заложения фундамента. Вероятность успеха слишком мала, всего лишь 4 к 1. Кажется, мне придется провести здесь целый день. Мужчина в желтой одежде взглянул на маленькую нефритовую бутылку и пробормотал про себя. На его лице появилось легкое выражение беспомощности. Этот человек был Хань Ли, который в настоящее время практиковал технику великого развития. Причина, по которой он находился в этой пустыне, примерно в 50 километрах от шахты с духовными камнями, заключалась в том, что он собирал души животных. Обычно это делали только люди дьявольского Да. Хань Ли делал это потому, что изучал кукольные сутры. После того, как он изучил начальный этап техники марионетки, Хань Ли обнаружил, для марионеток требуются не только обычные материалы, но и души живых существ. В противном случае, если бы он не использовал души живых существ, марионетки бы не имели никаких духовных свойств, а оставались обычными фигурками. Чем выше ранг марионетки, тем больше в ней душ.
Только таким образом можно показать эффективность марионетки. По этой причине в конце кукольных сутр в нее были включены 3 техники, обычно используемые теми, кто применял дьявольское да: техника извлечения души, техника концентрации души и техника улучшения души. Эта техника извлечения души была магической техникой, которую Хань Ли использовал для извлечения души из мертвой ящерицы. Мало того, что эта техника требовала большого количества магической силы, но ее успех был низким. Кроме того, можно было использовать только недавно умершие трупы. Если сравнивать с секретными техниками дьявольского да, которые специализировались на общении с душами, можно сказать, что разница в силе была слишком велика, однако единственным преимуществом этой магической техники было то, что для нее требовалось чрезвычайно низкое количество магической силы. Культиваторы средней стадии заложения фундамента могли часто ее использовать. Естественно, культиваторы ранней стадии, такие как Хань Ли, также могли использовать ее, но с большим трудом, и вероятность успеха была невысока. Техника концентрации души была магической техникой, которая уплотняла души. В конце концов, могущественные души найти было нелегко. Обычно для высокоранговых марионеток использовали искусственно уплотненные души, которые были созданы путем объединения нескольких, десятков или даже нескольких сотен слабых душ. Хотя эти души были не так хороши, как сильные души, они были намного сильнее, чем люди с низкоранговыми душами. Таким образом, эта магическая техника была необходимой техникой для изучения усовершенствования марионеток. Последней была техника улучшения души. Как следует из названия, это магическая техника, используемая для усовершенствования и преобразования душ. В конце концов, души нужно было усовершенствовать вместе с марионеткой. Сырые души невозможно было использовать. Сначала они должны пройти через определенный метод, прежде чем их можно будет использовать для усовершенствования. Механический, ящероподобный зверь — первая марионетка, которую Хань Ли усовершенствовал с помощью духовного чутья техники великого развития. В ней были души желтых мышей, которые ему легко удавалось собрать. До этого Хань Ли провалился уже 7 или 8 раз. Ему действительно нечем было хвастать. Но когда Хань Ли послал свою нить разлученного сознания в марионетку, чтобы контролировать ее, она казалась несравненно прекрасной. Он чувствовал себя гораздо более отзывчивым, чем использование магических инструментов, но он все еще был не таким подлинным, как перемещение собственных конечностей. В действительности, его нить сознания и этот механический зверь, казалось, имели отношение хозяина и подчиненного. Марионетка действовала в соответствии с распоряжениями Хань Ли, которые он посылал через свои мысли. Что касается того, как конкретно марионетка двигалась, она действовала самостоятельно. Кроме того, то, что марионетка была способна видеть и слышать, Хань Ли также ощущал все это. Это вызвало у него большое удовлетворение. Когда Хань Ли впервые управлял марионеткой, он чувствовал себя как ребенок. Помимо того единственной марионетки, которую он создал, он также управлял несколькими механическими марионетками более высокого ранга, которые у него были. Он решил воплотить свои детские мечты в игру с марионетками. Управляя этими куклами, Хань Ли постепенно начал испытывать некоторые трудности, связанные с использованием этих кукол. Во-первых, эти куклы можно было контролировать только на расстоянии 1,5 километрах от него. Дальше от этого расстояния механическая кукла была бы не способна двигаться. Кроме того, нить его сознания возвращалась к нему. Хань Ли догадался, что это была максимальная дистанция, на которую его разделенное сознание могло отделяться от тела. По мере роста его культивации и изначального духа это ограничение также будет уменьшаться. Однако следующим недостатком был недостаток техники марионеток, которую он не мог компенсировать. Марионетки получали приказ с задержкой и только потом начинали двигаться так, как было нужно. В реальном бою его оппонент, скорее всего, сможет воспользоваться этим недостатком. Но даже с этими двумя недостатками кукольная техника была довольно неплохой. Создавая нити духовной сущности и культивируя первый уровень техники великого развития, он сможет соперничать с грозными соперниками стадии заложения фундамента. В конце концов, если бы на его стороне было 10 помощников, даже на стадии концентрации ЦИ, это было бы более чем достаточно, чтобы усилить его защиту. По крайней мере, если бы молодой мастер секты призрака снова поймал его в ловушку, ему бы не пришлось волноваться о бесконечной армии призраков, поскольку его марионетки поглощали всего лишь несколько низкоранговых духовных камней. Только та огромная марионетка тигра Хуан Луна из школы 1000 бамбуков поглощала среднеранговые духовные камни. Хань Ли считал, что этот кукольный зверь был 3-го ранга или выше, поскольку он мог уничтожить барьер, созданный несколькими культиваторами стадии заложения фундамента за 2 атаки. Его сила поистине внушала страх. Но, к сожалению, его боевой предок Лэй уничтожил ее. Если бы Хань Ли смог завладеть ей, это был бы отличный козырь в рукаве.
Думая о такой марионетке, Хань Ли начал готовиться к созданию такой же марионетки. После завершенного усовершенствования нескольких десятков марионеток первого ранга, Хань Ли решил попытаться усовершенствовать марионетку второго ранга. Эти марионетки он видел в сражении учеников школы Тысячи Бамбуков. Пока он был в состоянии усовершенствовать марионетки этого ранга, ему не нужно было бояться использовать свои марионетки. Однако, усовершенствование марионеток второго ранга нельзя было произвести из кучи мусора. На нее он потратил почти все материалы, необходимые для создания высокорангового магического инструмента. Важнейшим материалом было большое количество железного дерева, которому было несколько сотен лет. Конкретно, этот материал стоил больше всего. На самом деле, если бы Хань Ли был в своей пещере Бессмертного, то вырастить железное дерево определенного возраста было бы не проблемой. Однако с его нынешним положением ему приходилось ее покупать в других городах поблизости. Теперь, когда у него были все материалы, ему оставалось только раздобыть соответствующую душу. В конце концов, душа обыкновенной желтой мыши была слишком слаба. Даже если бы он собрал целую кучу этих душ, это бы не привело ни к каким результатам. Таким образом, Хань Ли нацелился на пустынную ящерицу, что охотилась на желтых мышей. С этого момента Хань Ли пережил 3-4 месяца напряженных усилий, а также создал несколько разветвлений духовной сущности. Эти несколько нитей духовной сущности использовались для контроля над несколькими низкоранговыми марионетками в поисках пустынных ящериц. Таким образом, мы вернулись к предыдущей сцене. После того, как Хань Ли убрал маленькую бутылочку с душой ящерицы, он закрыл глаза и продолжил культивировать технику великого развития, медленно укрепляя свой изначальный дух. Эта техника великого развития имела решающее значение для использования кукольных техник. Хань Ли не посмел бы отступить, однако, техника великого развития действительно заслуживает того, чтобы считаться основной техникой школы Тысячи Бамбуков. Ее нельзя было сравнивать с обычными секретными техниками разделения сознания. Обычные техники разделения сознания просто силой отделяли небольшую часть духовной сущности. Количество частей духовной сущности, которое могло быть произведено, полностью полагалось на силу изначального духа. Более того, эти методы не могли укреплять изначальный дух. Техника великого развития восполняла этот недостаток. Когда он культивировал ее, он усиливал изначальный дух до такой степени, что он мог сделать его таким сильным, как природно мощные изначальные духи. Более того, его техника расщепления духовной сущности был гораздо более безопасной, чем обычная техника, позволяя разделять духовную сущность на большее количество сущностей, не препятствуя изначальному духу. В сравнении с этим, неудивительно, что техника великого развития считалась основой учений школы Тысячи Бамбуков и что старший боевой брат Линь жаждал заполучить ее последние 3 слоя. Глава 265. Военное положение. Согласно технике великого развития, взрастив культивацию до 1-го уровня, разделить божественную сущность на 10 нитей не составит труда. Достигнув 2-го уровня, можно было разделить на 100. Достигнув 3-го слоя, такого как старший боевой брат Линь, можно было разбить свое сознание на несколько сотен прядей. Когда Хань Ли подумал о возможности контролировать несколько сотен марионеток в битве, достигнув 3-го уровня, он почувствовал себя немного странно. Это чувство странности было вызвано тем, что в этом случае Хань Ли бы стал самым неуязвимым культиватором стадии заложения фундамента. Но как только он достигнет стадии формирования ядра, ему придется усовершенствовать несколько сотен марионеток выше 3-го ранга, что эквивалентно силе культиваторов стадии заложения фундамента. В противном случае они бы не смогли бы сражаться с культиваторами стадии формирования ядра. Та сцена, где толстяк Лэй смел почастую сотни кукол школы Тысячи Бамбуков, все еще была свежа в памяти Хань Ли, поскольку усовершенствование кукол каждого ранга требовало таких же материалов, как и для высокорангового магического инструмента. Чтобы усовершенствовать куклу более высокого ранга, потребовались бы материалы, по меньшей мере, как для магического инструмента 1-го ранга. Таким образом, если культиваторы стадии формирования ядра, культивирующие технику марионеток, хотели побеждать других культиваторов в стадии формирования ядра с такой же силой, им пришлось бы потратить, по меньшей мере, такое количество высокоранговых материалов, как на несколько сотен магических инструментов 1-го ранга. Какое-то время эти мысли пугали Хань Ли, не говоря уже о материалах, которые пришлось бы потратить впустую из-за неудачных попыток, а также поиск сотен достаточно сильных душ. Это также было основной причиной, почему так мало знали о марионеточной технике школы Тысячи Бамбуков. В конце концов, сила секты оценивалась по количеству культиваторов стадии формирования ядра, которых она имела. Что касается сражений между культиваторами стадии формирования ядра, школа Тысячи Бамбуков была бессильна, в то время как другие секты процветали.
Даже если бы их ученики на стадии заложения фундамента были мощными, у них не было ни шанса против культиваторов в стадии формирования ядра. Естественно, эти мысли появились у него только после того, как он стал культивировать технику великого развития и кукольные техники, однако, благодаря этой технике культивации Хань Ли смог стать значительно сильнее в качестве культиватора стадии заложения фундамента. С этим никак нельзя было поспорить. В настоящее время Хань Ли не беспокоили будущие недостатки. В конце концов, Великая война, охватившая мир культивации нескольких стран, только началась вскоре после того, как Хань Ли начал охранять эту каменную шахту. Большая битва развернулась на какой-то пустынной горе между 6 сектами дьявольского Да и 7 сектами государства Юэ. Постепенно Хань Ли узнал конкретные обстоятельства. Изначально гора духовного зверя из 7 великих сект фактически была ветвью, подчиненной секте дьявольского Да, но нейтральная секта тайно уничтожила последователей дьявольского Да несколько тысяч лет назад и похоронила их в государстве Юэ. Что касается этого вторжения в государство Юэ, секты дьявольского Да планировали воспользоваться своими формальными отношениями и надеялись использовать ту же тактику, которую они использовали для захвата государства Цзян и Чо Цзы, чтобы добиться больших успехов. Но кто мог знать, что предки горы духовного зверя передавали своим потомкам нежелание быть подчиненными секте дьявольского Да на протяжении последних 1000 лет? Они абсолютно не желали, чтобы над их головами внезапно появился другой повелитель. В результате, после того, как гора духовного зверя опубликовала эту информацию остальным 6 сектам, они использовали неизвестный метод, чтобы убедить все 7 сект атаковать цитадель сект дьявольского Да. Когда они устроили набег с несколькими тысячами культиваторов, они попали в засаду многотысячной армии культиваторов 7 сект. Благодаря абсолютному преимуществу в семерке, секты дьявольского Да понесли большие потери, даже потеряв 2 культивирующих крейсеров в процессе боя. Это было большим ударом для 6 сект дьявольского Да и, естественно, очень повысило боевой дух 7 великих сект. Униженные 6 сект дьявольского Да впали в ярость и начали широкомасштабное вторжение. Чтобы не отстать, 7 сект выстроили свои защитные формации. На общей границе между государством Юэ и государствами Цзян и Чо Цзы произошло более 10 огромных сражений, в результате которых погибло более 10 тысяч культиваторов. Плюс ко всему, погибло 7 или 8 культиваторов в стадии формирования ядра, что делало битву особенно отчаянной. В тот день, когда несколько культиваторов пришли пополнить запасы духовных камней, они рассказали об этом стражам с ужасом на лице. Услышав то, что ситуация стала чрезвычайно опасной, Хань Ли и другие культиваторы втайне обрадовались, что они не были на войне. Глядя на то, сколько культиваторов в стадии формирования ядра погибло в бою, можно себе представить, насколько ужасной была ситуация, однако 6 сект дьявольского Да были одной из 2 великих держав в небесном южном регионе. Их сила поистине не могла сравниться с подобными миру культиваторов Юэ. После 7 или 8 сражений 7 сект четко поняли, что они не смогут противостоять ожесточенному нападению противника. И если бы 7 сект не подготовили заранее и не создали великие защитные формации в качестве краеугольных камней в их отчаянной борьбе, они потерпели бы поражение без особого сопротивления. Но даже в этом случае 7 сект не смогли бы долго продержаться. Когда наступил этот кризис, 7 великих сект государства Юэ отправили просьбы о помощи культиваторам среднего уровня Юань, Уи Цзы Цзинь. Прежде чем 7 сект начали войну против 6 сект дьявольского Да, оказалось, что они уже мудро поступили, отправив красноречивых письма в секты 2 стран, чтобы попросить помощи. Когда эти секты этих 2 стран получили эти письма, они, естественно, испугались, что после того, как секты дьявольского Да захватят государство Юэ, их страны станут следующими. Не тратя лишнее время на уговоры, эти 2 страны согласились оказать помощь. Объединенные вместе против общего врага, обе страны послали большое количество своих культиваторов, чтобы оказать помощь в ту звездную ночь. Этот новый альянс значительно уменьшил разрыв в силе между государством Юэ и 6 сектами дьявольского Да. Опираясь на защиту своих могущественных защитных формаций, они смогли противостоять атаке дьявольского Да. Таким образом, блицкриг 6 сект дьявольского Да по захвату государства Юэ провалился. Война зашла в тупик, а сражения стали еще ожесточеннее. В результате крупные, решающие битвы стали менее частыми, а мелкие битвы в результате неожиданных атак сзади происходить в большом количестве с обеих сторон, особенно в местах, где производились материалы и духовные камни. Эти набеги стали основной целью 7 сект и сект дьявольского Да. Возможно, из-за того, что линия фронта была слишком далеко, но эта конкретная каменная шахта еще не подвергалась нападению врага. Это было настоящее чудо. В конце концов, другие шахты эквивалентного размера уже были атакованы врагом по 3-4 раза. Но чем чаще совершались набеги, тем больше становилось не по себе.
Полмесяца спустя группа из 20 культиваторов была отправлена в качестве поддержки, которую возглавил культиватор поздней стадии заложения фундамента. Таким образом, защита этой шахты духовных камней стала намного сильнее. Однако, как гора жаждет дождя, Хань Ли почувствовал желание еще более усердно развивать технику великого развития. Но расстояние до первого уровня было еще далеко. Среди второй группы учеников концентрации Ци Хань Ли неожиданно натолкнулся на знакомого, этого уродливого человека Чжуна У, с которым он ранее встречался на испытании кровью и огнем. Чжун У также узнал Хань Ли. Однако теперь, когда Хань Ли был на стадии заложения фундамента, лицо Чжун У потемнело, его эмоции постоянно переключались между шоком, завистью, восхищением и многими другими. Это очень удивило Хань Ли. Наконец Чжун У горько улыбнулся. Он поприветствовал Хань Ли и заранее неохотно назвал его старшим. Хань Ли спокойно ответил, с трудом сопротивляясь улыбкой. Когда Хань Ли размышлял о разнообразных выражениях Чжун У, сидя в медитации, он бессознательно улыбнулся и открыл глаза. В этот момент его настроение было действительно неподходящим для культивации техники великого развития. Он решил продолжить, когда немного успокоится, время шло быстро. Проводя небольшую часть времени в караульной службе и большую часть своего времени, культивируя технику великого развития и совершенствуя механических кукольных зверей, Хань Ли провел так месяц. За это время он почувствовал, что максимально приблизился к узкому месту первого уровня техники великого развития. Это приятно удивило Хань Ли. Что касается культивирования Хань Ли даосской магии 5 элементов и сущности искусства владения лазурным мечом, то способность к этим техникам, по сравнению с техникой великого развития, значительно уступала. Он мог ее плавно культивировать, без малейших трудностей, чувствуя, как будто успех вытекает естественным образом. Хань Ли испытывал счастье и благоговейный трепет в своем сердце. После около 10 неудачных попыток ему удалось усовершенствовать механическую куклу 2 дня назад. Хотя ее исполнение было немного грубым по сравнению с марионетками школы Тысячи бамбуков, а ее сила была довольно низкой, это по-прежнему не могло не радовать Хань Ли. Подготовив материалы, привезенные ему другими культиваторами, он начал их усовершенствовать в большом количестве. Но сегодня, когда Хань Ли медитировал в своей комнате, он услышал крик «Беда! Секта дьявольского Да атакует! Готовьтесь к битве!» Сердце Хань Ли вздрогнуло. Но когда он вышел из комнаты, выражение его лица было спокойным. В этот момент культиваторы из 7 сект, которые также медитировали и отдыхали в пещере, вышли одновременно с Хань Ли. Переглянувшись между собой, они стали выходить из пещеры один за другим. Культиватор поздней стадии Сюань Юэ из секты маскирующейся луны и Лу Тиньмэн с горы духовного зверя уже летели под защитным формированием и смотрели в сторону Великого каньона. 10 культиваторов, которые были на дежурстве, стояли позади него с тревожными и испуганными выражениями на лицах. Но после того, как они увидели, что Хань Ли и другие пришли им на помощь, они стали намного спокойнее. Хань Ли последовал за взглядом Сюань Юэ и поднял глаза от Великого каньона. Как и ожидалось, там были враги, около 30 нападавших. Тем не менее, Хань Ли четко понимал, что, поскольку враг осмелился совершить набег с такого расстояния, вполне вероятно, что все они были на поздней стадии заложения фундамента, они стали бы приводить с собой учеников концентрации Ци. Таким образом, с точки зрения силы, они определенно уступали врагу. Вероятно, эта битва будет очень жестокой.